Всем привет! Сегодня вместе приготовим мягкие, пружинистые и очень вкусные зефирки маршмеллоу. Для приготовления зефирок понадобится 3 основных ингредиента. Это вода, сахар и желатин. Также по желанию можно добавить немного лимонного сока, если любите кислинку, либо щепотку лимонной кислоты. Желатин заливаем холодной водой и оставляем для набухания на время, указанное на упаковке. Чтобы потом не терять времени, сначала нужно подготовить форму. Размер моей формы 20 на 20 сантиметров. Если у вас есть поменьше, можете использовать ее. Я ее слегка смочила водой и сейчас выстилаю пищевой пленкой. Поверхность пленки нужно слегка смазать растительным маслом, чтобы зефир не прилипал. И один край пленки тоже смазываем тонким слоем растительного масла. В сотейник с толстым дном высыпаем сахар, добавляем воду, перемешиваем. И по желанию добавляем лимонный сок. Мне нравится кислинка, поэтому я добавляю лимонный сок. Если не хотите, то, конечно же, можете не добавлять ни лимонный сок, ни лимонную кислоту. Все перемешиваем. Ставим на средний огонь и, помешивая, нагреваем, чтобы сахар полностью растворился и сироп закипел. Желатин хорошо набух, и сейчас его нужно растворить до жидкого состояния. Ни в коем случае его нельзя перегревать и кипятить, иначе он потеряет свои свойства. Растопить желатин можно любым удобным для вас способом. Можно воспользоваться микроволновкой, короткими импульсами и постоянно перемешивая, либо растопить на водяной или паровой бане, либо аккуратненько в кастрюльке с толстым дном на медленном огне. Я буду сегодня распускать желатин на водяной бане, поэтому перекладываю желатин в другую мисочку. В кастрюле у меня закипело немножко воды. Сейчас я устанавливаю сюда миску и буду ждать, пока полностью растворится весь желатин. Он просто должен стать жидким. Вот желатин полностью растопился и стал жидкий. Сейчас убираем его с огня. Сахар полностью растворился и сироп уже начал закипать. На весь процесс у меня уходит около 6 минут. Как только началось вот такое активное кипение, убираем сироп с огня. И теперь сразу же горячий сироп вливаем тонкой струйкой в распущенный желатин. Я взбиваю сразу на маленьких оборотах миксера около минутки, а потом увеличиваю скорость до максимальной и взбиваю около 8-9 минут. Мощность моего миксера 500 Вт. Если у вас миксер более слабенький, возможно, вам понадобится немножко больше времени. Вы увидите, что постепенно остывая, масса становится такой более воздушной, пушистой, легкой, беленькой и очень красивой. Возможно, вы уже видели наш рецепт чокопай или даже готовили с нами. Там я делала точно такую же зефирную начинку для бисквитиков. Получается очень вкусно. И вообще детки любят такие всякие зефирные конфетки, так что надеюсь, такой рецепт вам тоже пригодится. Кстати, как вариант, вместо сахара можно использовать сахарную пудру, тогда вообще быстро получается. Просто доводим сироп до кипения и дальше уже по рецепту. Вот такая воздушная масса должна получиться. На весь процесс взбивания у меня уходит примерно 8 минут. Сейчас по желанию можно добавить капельку красителя, чтобы выглядело ярче. И еще раз слегка взбиваем. Посмотрите, какая красота получается. Еще цвет такой нежненький, розовенький. Очень красиво. И, конечно же, вкусно. Тут медлить нельзя, поэтому сразу же перекладываем массу в подготовленную форму и выравниваем лопаткой. Накрываем сверху смазанной маслом пленкой. И убираем в холодильник до полного застывания на несколько часов. Зефир хорошо охладился и застыл. В миске смешиваем 1 столовую ложку сахарной пудры и 1 столовую ложку крахмала. Это нужно для того, чтобы зефир не прилипал к рукам. Просеиваем на рабочую поверхность, где масло не попало, вот прилипает. И перекладываем на стол. Сверху тоже присыпаем смесью из крахмала и пудры. И нарезаем на порционные кусочки. Мягенькие такие, мягенькие. Да, прям трогать хочется. Антистресс. Такие классные. Вот такие вот мягенькие штучки получаются. Прям как настоящие маршмеллоу.
И с лимонным соком получается такая небольшая кислинка. Очень прикольно. Думаю, дети просто будут в диком восторге от таких штучек. Тем более получается их очень много. И, кстати, при комнатной температуре они не тают и хорошо сохраняют свою форму. Так что готовьте. Обязательно попробуйте приготовить по такому рецепту. Я очень надеюсь, что он вам также понравится. Ну а детки, я уверена, будут от таких зефирок просто в восторге. Хотя мы сами, честно говоря, очень их любим. Тем более готовится все безумно просто, быстро и не занимает много времени. Если у вас остались какие-либо вопросы, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Я всегда рада ответить и помочь. На сегодня у нас все. Спасибо, что посмотрели видео. Желаем всем приятного аппетита.